И снова здравствуйте! Сегодня, друзья, мы вам представим комплекс 6 наилучших, на наш взгляд, упражнений для прокачки задних дельт. Такой запрос поступает часто в ваших комментариях, и сегодня мы решили показать вам свое мнение. Это будет направлено в первую очередь для ребят, для спортсменов с небольшим тренировочным стажем, потому что все, кто уже опытный, и так все для себя знают. Да? Поэтому еще раз, для начинающих смотрим, и мы объясним, что, зачем, почему и как. Первое упражнение сегодняшнего нашего топа – мах с гантелью в наклоне в упоре одной рукой. Во-первых, есть 3 точки опоры, 2 ноги, рука. Для начинающих это очень удобно. Делать то же самое упражнение 2 гантелями для многих затруднительно из-за неудобства положения спины. В таком положении спортсмен может больше сконцентрироваться непосредственно на рабочей мышце. И естественно, так как это свободный вес, и мы делаем замах хороший, можем взять вес побольше, то есть для массы, для силы, для прокачки. Далее, если человек устал, можно, сократив рычаг, продолжить работать, не сбавляя рабочего веса. Поэтому здесь огромные плюсы, то есть работа на массу, так же как работа на силу, на рельеф, то есть заливаем заднюю дельту. Номер 1 в нашем топе. Номер 2 в нашем топе упражнений в заднюю дельту – это, конечно же, тренажер, назовем его задняя дельта машина. Почему он хорош? Потому что он понятен большинству пользователей. Он безопасен большинству пользователей, как начинающим, так и продвинутым. Главное здесь, на что обратить внимание, это на настройки тренажера, то есть на высоту сидения, или же, если есть упор в грудь регулируемый, точно так же отрегулировать. Внимание обращаем на технику. Слишком далеко не заводим руки назад. Идет работа от плеча, обратите внимание на заднюю дельту Андрея, вес податливый и, соответственно, выбирается количество повторений, то, которое позволяет вам качественно сделать заднюю дельту. Третье место в нашем топе – тяга блока в кроссовере, канатной рукояткой. Значит, друзья, обращаем ваше внимание на то, что вариаций этого упражнения очень много, поэтому важно выставить правильно блок, который будет чуть выше уровня глаз, и правильно, как делает Андрей, разводить локти. Очень хорошая работа задней дельты. Конечно же, вес большой не возьмете, и прям массу сделать не получится, но либо в начале тренировки хорошо прогреть, девчонкам подходит очень мягкая работа для суставов, либо же в конце, когда вы уже нагрузили свободными весами дельту, так сказать, отполировать, восстановить дыхание, но при этом сохранить напряжение, будет то, что надо. Поэтому именно номер 3 – универсальность как для мужчин, так и для женщин начинающих. Четвертое место в нашем топе упражнений для задней дельты. Отведение в наклоне в кроссовере одной рукой. Здесь преимущество главное в огромной амплитуде. То есть, если вы хотите вашу короткую заднюю дельту максимально прорисовать по всем креплениям, это упражнение для вас. Что нам дает наклон? Возможность использовать небольшой читинг, так сказать, замах, то есть взять более-менее нормальный рабочий вес. Не слишком легкий, но в любом случае здесь тяжелого его не будет. Это упражнение больше для деталей, для прорисовки. Как я уже сказал, у кого длина не очень хорошая, хотелось бы больше, используем, как Андрей показывает, заводим локоть вовнутрь. И, кстати, не бойтесь, если подключатся еще мышцы с верхнего массива спины. Но это не так уж и страшно, многим пригодится, особенно начинающим. Пятое место в нашем топе. Повторить слегка предыдущее упражнение. Отведение в кроссовере одной рукой, но стоя. Здесь тяжелее держать корпус, но благодаря тому, что вес будет небольшой, также повторяем хорошую амплитуду. Андрей заводит локоть по диагонали корпуса. Чем хорошо для новичка, то есть не нужно стоять в наклоне. То есть легче стоять, легче дышать, легче контролировать. Естественно, упражнение не самое массонаборное, но оно безопасное, оно понятное. Стоим, накидываем по 15-20 повторений и делаем задний пучок, красивый, длинный, прорисованный. И последнее, шестое упражнение в нашем топе, но не самое худшее, сейчас объясню почему. Это отведение гантелей в стороны, в наклоне, на скамье с упором грудью. Для спины безопасно, вам не нужно дергать поясницей. Но надо учитывать, что упражнение выполняется изолированно, поэтому вес берем небольшой. Значит, по технике. Отведение делаем, не пытайтесь сделать их высоко. Значит, у вас должно быть вот плечо, локоть идет чуть ниже. Андрей, задержись, пожалуйста.
плечо, локоть и кисть. И никак по-другому. Не пытайтесь задрать высоко гантель. Делайте отведение именно в сторону от плеча, спокойненько. И дышим. Единственное, что женщинам вряд ли некоторым оно подойдет, у кого грудь мешает. Ну, хотя некоторые пробуют. Напоминаю, друзья, эти 6 упражнений, которые вам Андрей сегодня показывал, это наше видение из нашей практики. И, как я еще раз скажу, для начинающих. Продвинутые спортсмены, естественно, мы тоже работаем больше со свободными весами. О. Но, видите, памп какой, даже для продвинутого уровня. Почему? Потому что постоянный контроль. Эти упражнения позволяют безопасно контролировать. Соответственно, это будет полезно для новичков, ну, для людей с не очень большим стажем или которые не очень часто тренируются, но хотят улучшить свой прогресс именно по этой части. Она для многих является отстающей. Ну, так уж сложилось, что в жизни она отдельно мало где работает. Если генетически она у вас не слишком выделена, то для вас эта тренировка, ну, как и те люди, которые нам писали и просили, будет актуальна. В каком порядке, где их комбинировать, конечно же, выбирайте сами. Это может быть и в тренировку спины добавлять, и отдельная тренировка плеч. Все зависит от вашего уровня, возможностей и желаний. На сим мы прощаемся. Благодарим клуб Orange, который нам помогает. Ставьте лайки, подписывайтесь, фидбэки, комментарии. Все приветствуется. До новых встреч. Константин. Да ну вы нахрен, Константин. Уже все нас давно выучили.